Каждый раз, когда вы заезжаете на заправку, прямо под вашими ногами скрываются десятки тысяч литров бензина. Огромные стальные цистерны лежат в паре метров под асфальтом, и вы спокойно ходите по ним, даже не подозревая об этом. Звучит как безумие, правда? Одна из самых горючих жидкостей в городе хранится не где-то за забором, а буквально под колесами вашей машины. Но вот что удивительно. Именно поэтому вы находитесь в полной безопасности. Инженеры спрятали топливо под землю не для экономии места, а по причинам, о которых большинство водителей даже не догадывается. Сегодня вы узнаете, почему полная цистерна с бензином безопаснее почти пустой, зачем подземные резервуары приковывают к бетонным плитам, и как эти гиганты однажды начали всплывать из-под земли, словно поплавки. А еще поймете, почему заправки не всегда были такими и чему инженеров научила одна очень дорогая ошибка прошлого века. Устраивайтесь поудобнее, мы отправляемся туда, куда не заглядывает ни один водитель. Чтобы понять, зачем топливо убрали под землю, нужно вернуться в эпоху, когда автомобили только появились на дорогах. В конце XIX века бензин считался не топливом, а обычным чистящим средством и продавался в аптеках. Им выводили пятна с одежды и обезжиривали детали, поэтому купить его можно было в бутылках и небольших канистрах. В 1888 году Берта Бенц, жена знаменитого изобретателя Карла Бенца, совершила первую в истории дальнюю поездку на автомобиле. Она проехала около 100 километров от Мангейма до Пфорцхайма, а топливо покупала по дороге в городской аптеке Вислаха. Когда машин стало больше, аптечных запасов уже не хватало, и бензин начали продавать в скобяных лавках и магазинах. Владельцы держали его в бочках прямо в помещении или на заднем дворе, переливая покупателям через воронку. Затем появились ручные колонки с наземными баками, которые ставили у обочин перед магазинами. Первая станция современного типа, построенная специально для заправки автомобилей, открылась в 1913 году в Питтсбурге, в Соединенных Штатах Америки. Ее создала компания Gulf Refining, и в первый день там продали всего около 130 литров топлива. Но вместе с удобством пришла и серьезная проблема, которую города ощутили очень быстро. Деревянные постройки, керосиновые лампы, искры от подков и первых моторов, и рядом стоят открытые бочки с горючим. Пожарные службы били тревогу, ведь наземное хранение бензина в тесных кварталах превращало каждую лавку в угрозу для целой улицы. Власти городов начали требовать, чтобы запасы топлива убирали подальше от зданий и людей. И самым логичным решением оказалось направление не в сторону, а вниз, под землю. Теперь подходим к самому главному, к тому факту, который переворачивает все представление о безопасности топлива. Большинство людей уверены, что бензин легко вспыхивает от любой искры. Но это не совсем так. На самом деле сама жидкость не горит вообще. Воспламеняются только ее пары, смешанные с воздухом. Поднесите спичку к бензину, и загорится не он сам, а невидимое облачко испарений над его поверхностью. Именно поэтому вся инженерия заправок построена вокруг одной задачи — контролировать эти пары. И здесь начинается самое интересное. Пары бензина горят не при любой концентрации, а только в очень узком диапазоне смеси с воздухом. Если испарений слишком мало, примерно меньше 1,5%, смесь просто не воспламенится, гореть нечему. Если же паров слишком много, больше 7-8%, смесь становится настолько насыщенной, что кислорода для горения уже не хватает. Специалисты называют такую смесь переобогащенной, и она тоже не вспыхнет. Вот здесь и кроется парадокс, обещанный в самом начале ролика. Полная закрытая цистерна с бензином гораздо безопаснее почти пустой. В заполненном резервуаре пространства для паров почти нет, а те испарения, что есть, слишком насыщены, чтобы загореться. А вот в пустой цистерне остается большой объем воздуха, смешанного с малым количеством паров. И вот эта смесь как раз может попасть в опасный диапазон. Именно поэтому пустые емкости из-под топлива требуют особой осторожности при ремонте и сварке.
Теперь становится понятно, зачем прятать бензин под землю. В закрытом подземном резервуаре нет солнечных лучей, нет искр, нет открытого огня и почти нет кислорода. Убрать топливо от источников воспламенения значит разорвать цепочку, без которой пожар в принципе невозможен. Инженеры не борются с огнем, они просто не дают ему ни единого шанса возникнуть. Итак, под землей нет искр и открытого огня, но это лишь половина истории. У глубины есть еще одно свойство, которое делает ее идеальным местом для хранения топлива. Речь идет о температуре. На поверхности воздух ведет себя капризно. Днем жара, ночью прохлада, летом пекло, зимой мороз. А теперь опустимся всего на пару метров под землю, и картина полностью изменится. Там температура остается почти неизменной круглый год и держится примерно в пределах от 10 до 15 градусов тепла. Что бы ни происходило наверху, глубина хранит свое спокойствие, словно природный холодильник, работающий без электричества. И для бензина это настоящее спасение сразу по нескольким причинам. Вспомним прошлую часть. Топливо испаряется, а пары — это и потери, и опасность. Чем выше температура, тем активнее бензин превращается в пар. Наземный бак под летним солнцем нагревается, и топливо начинает буквально улетучиваться в воздух, а вместе с ним уходят и деньги владельца. Подземный резервуар избавлен от этой проблемы, ведь прохлада заметно снижает скорость испарения. Есть и вторая причина, о которой мало кто задумывается. Как и большинство жидкостей, бензин расширяется при нагреве и сжимается на холоде. Наземная емкость, раскаленная солнцем, испытывает серьезные перепады давления, и это создает лишнюю нагрузку на стенки и клапаны. Под землей же температура стабильна, а значит стабильны и объем топлива, и давление внутри. Представьте бутылку газировки, забытую на солнцепёке, и ту же бутылку из холодильника. Разница в поведении будет очевидной. Есть и третий плюс. Постоянная прохлада сохраняет само качество топлива. Бензин — это сложная смесь, и сильный нагрев способен постепенно менять его свойства и характеристики. Стабильная подземная температура помогает топливу дольше оставаться именно таким, каким оно должно поступить в бак вашего автомобиля. Получается, что Земля работает сразу и как щит от огня, и как система охлаждения, за которую не нужно платить ни копейки. Мы много говорили о том, где хранят топливо, но пора, наконец, разобраться, в чем именно оно лежит под землей. Современный резервуар — это не просто железная бочка, зарытая в яму, а сложное инженерное сооружение. Сегодня баки чаще всего делают двустенными, то есть один резервуар помещен внутрь другого, с небольшим зазором между стенками. Такая конструкция создает двойную защиту. Если вдруг протечет внутренняя оболочка, топливо задержит внешнее. А в пространстве между стенками устанавливают чувствительные датчики, которые днем и ночью следят за герметичностью. Стоит хоть капли бензина или паров попасть в этот зазор, как система тут же подает сигнал тревоги. Материалы тоже подбирают с умом. Стальные резервуары защищают от коррозии специальным покрытием и так называемой катодной защитой, которая замедляет ржавление металла в грунте. Все чаще применяют стеклопластик, прочный композит, который вообще не ржавеет и спокойно служит под землей десятилетиями. Отдельная забота инженеров — не дать топливу перелиться во время заправки цистерны бензовозом. Для этого баки оснащают клапанами защиты от перелива, которые перекрывают поток, когда резервуар почти полон. Все горловины и трубы выводят в герметичные колодцы, чтобы даже случайно пролитая капля не ушла в землю, а осталась в защитной емкости. А теперь вернемся к обещанию из самого начала ролика — к цистернам, которые всплывают. Это не выдумка, а вполне реальное физическое явление. Пустой или полупустой резервуар — это, по сути, большая герметичная воздушная капсула под землей. И когда уровень грунтовых вод резко поднимается, например, во время сильного наводнения, вода начинает выталкивать бак наверх, по закону Архимеда, точно так же, как выталкивает поплавок.
В Соединенных Штатах Америки после мощных ураганов и паводков действительно фиксировали случаи, когда подземные резервуары выдавливало из грунта. Иногда они вспарывали асфальт и оказывались на поверхности, ломая трубы и создавая угрозу утечки. Именно поэтому современные баки не просто закапывают, а надежно крепят к массивной бетонной плите на дне котлована стальными ремнями или анкерами. Эта плита работает как якорь и своим весом удерживает резервуар на месте, даже когда вокруг бушует стихия. Все, о чем мы говорили — двойные стенки, датчики утечек, защита от коррозии — появилось не сразу. За этими строгими правилами стоит очень дорогой урок, который человечеству пришлось выучить на собственных ошибках. Вернемся на несколько десятилетий назад. Когда заправки только уходили под землю, о технологиях будущего никто не думал. Резервуары делали простыми, одностенными, из обычной стали, и просто закапывали в грунт, без всякой дополнительной защиты. Поначалу казалось, что проблема решена. Топливо спрятано, пожаров стало меньше, все довольны. Но у Земли обнаружился коварный характер. Влага в почве, химические процессы в грунте и обычное время делали свое дело. Сталь постепенно ржавела. В тонком металле появлялись сначала крошечные точки коррозии, а затем и сквозные отверстия. И вот здесь скрывалась главная опасность. Утечка из подземного бака происходит незаметно. Нет ни дыма, ни запаха на поверхности, ни языков пламени. Топливо тихо, капля за каплей, уходит в землю на протяжении месяцев, а иногда и лет, прежде чем кто-то вообще заметит неладное. В 80-е годы прошлого века в Соединенных Штатах Америки специалисты забили тревогу по-настоящему. Выяснилось, что сотни тысяч старых стальных резервуаров по всей стране проржавели и медленно загрязняют почву и подземные воды. А ведь именно из этих вод многие люди берут питьевую воду для своих домов. Масштаб проблемы оказался огромным, и государство больше не могло его игнорировать. В 1988 году Агентство по охране окружающей среды Соединенных Штатов Америки ввело строгие федеральные правила для подземных хранилищ топлива. Владельцев обязали избавиться от старых опасных баков и заменить их на современные, с защитой от коррозии и системами обнаружения утечек. По всей стране начались масштабные работы. Старые резервуары выкапывали из земли и меняли на новые. Установили и обязательный контроль. За состоянием баков теперь нужно постоянно следить с помощью приборов. Это была колоссальная и очень затратная работа, но именно она изменила отрасль навсегда. Практически все жесткие стандарты, которые сегодня защищают и людей, и природу, выросли из осознания той давней ошибки. Иногда, чтобы научиться делать правильно, человечеству приходится сначала заплатить высокую цену. Мы разобрались, как устроен резервуар и почему он такой надежный, но возникает логичный вопрос. Если бензин лежит глубоко под землей, то как он попадает в бак вашего автомобиля? Ведь топливо не может само подняться наверх и потечь в шланг. Здесь работает продуманная система, и главный герой в ней — насос. Причем находится он не в колонке, как думают многие, а прямо внутри подземного резервуара. Такой насос называют погружным, ведь он буквально опущен в толщу топлива. Когда вы вставляете пистолет и начинается заправка, этот насос включается и выталкивает бензин вверх под давлением. По подземным трубопроводам, проложенным под всей площадкой станции, топливо идет от резервуара к нужной колонке. По пути оно обязательно проходит через фильтры, которые задерживают мелкий мусор, частицы ржавчины и воду. Благодаря этому в бак вашей машины поступает уже очищенное топливо. А специальный счетчик в колонке точно измеряет каждый литр, чтобы на табло вы видели верную цифру. Отдельная история, как топливо вообще попадает в подземный резервуар. Его привозит бензовоз и сливает через специальные горловины, выведенные на поверхность площадки. И вот здесь всплывает важная деталь, о которой мы говорили в начале. Когда топливо уходит из бака или, наоборот, поступает в него,
Внутри меняется объем жидкости и давление. Чтобы резервуар не раздуло и не сплющило, ему нужно свободно дышать. Для этого баки оснащают дыхательными клапанами и вентиляционными трубами, которые выравнивают давление с атмосферой. Но у дыхания есть побочный эффект. Наружу могут выходить пары бензина, а это и потери, и загрязнение воздуха. Поэтому современные заправки оборудованы системами рекуперации паров, которые улавливают испарения и возвращают их обратно. Кстати, вы наверняка слышали совет не заправляться, когда на станцию приехал бензовоз. И в этом есть здравое зерно. При сливе топлива в резервуаре поднимается муть, осадок и частицы, скопившиеся на дне. Пока они не осядут, есть небольшой риск, что часть этой взвеси попадет в вашу машину. Поэтому лучше немного подождать. Мы поднялись из подземных глубин к самой заправочной колонке. Кажется, что это простое устройство. Вставил пистолет, нажал рычаг, льется бензин. Но на самом деле колонка напичкана защитными механизмами, которые срабатывают за доли секунды. И большинство из них вы никогда не заметите, пока все идет как надо. Начнем с самой частой ситуации. Каждый из нас хоть раз слышал этот характерный щелчок, когда пистолет сам отключается в конце заправки. Это работает автоматическая отсечка. Внутри пистолета есть хитрый механизм с крошечным каналом, и как только топливо поднимается до горловины, поток воздуха в этом канале меняется. Механизм мгновенно реагирует и перекрывает подачу, не давая бензину перелиться через край. Простое, надежное и полностью механическое решение, которому даже не нужно электричество. Но есть защита куда серьезнее, о которой почти никто не знает. Представьте ситуацию. Водитель забыл вытащить пистолет из бака и поехал. Звучит как рецепт катастрофы с оборванными шлангами и разлитым топливом. Однако инженеры предусмотрели и это. В основании каждой колонки установлен так называемый аварийный или срезной клапан. Он спроектирован так, чтобы стать самым слабым звеном всей конструкции. Если на колонку приходится сильный удар или ее пытаются сдвинуть с места, клапан ломается точно в заданной точке. И в этот же миг он автоматически перекрывает подачу топлива из подземных труб. Колонка может завалиться на бок, но бензин наружу не хлынет, ведь клапан уже отсек поток у самого основания. Есть и защита от невидимого врага — статического электричества. Крошечная искра от накопленного заряда теоретически способна поджечь пары топлива. Поэтому оборудование заправки заземляют, чтобы этот заряд безопасно уходил в землю. Именно с этим связан совет не садиться обратно в машину во время заправки. Сложите все это вместе, и картина проясняется. Каждый день на планете проходят миллионы заправок, а серьезные происшествия на АЗС остаются большой редкостью. Это не случайность, а результат работы десятков продуманных барьеров, каждый из которых молча страхует следующий. Мы столько говорили о преимуществах подземного хранения, что может показаться, будто иначе не бывает. Но это не так. Есть ситуации, где топливо держат прямо на поверхности, и эти исключения только подтверждают общее правило. Возьмем удаленные сельские станции, промышленные объекты и небольшие частные хозяйства вдали от городов. Там, где вокруг нет плотной застройки и толп людей, наземные баки вполне допустимы. Но и здесь про безопасность не забывают. Такие резервуары окружают специальным земляным валом или бетонной стенкой обвалованием. Если топливо вдруг вытечет, эта преграда удержит его внутри и не даст растечься по округе. Совсем другой подход применяет в аэропортах, где счет заправок идет на сотни в сутки. Гонять к каждому самолету тяжелые бензовозы было бы медленно и опасно. Поэтому под лётным полем прокладывают целую сеть подземных трубопроводов, по которым топливо подается напрямую. В нужных точках у стоянок выведены гидранты, к которым подключается компактная заправочная машина. Получается тот же принцип. Топливо скрыто под землей, только в масштабах целого аэродрома. А теперь самый впечатляющий пример подземного хранения, какой только можно вообразить. В Соединенных Штатах Америки существует стратегический нефтяной резерв,
гигантский государственный запас нефти на случай кризисов. И хранят его не в баках и не в цистернах, а глубоко под землей, в естественных соляных пещерах. Эти полости расположены на глубине в сотни метров вдоль побережья Мексиканского залива. Соль обладает уникальным свойством. Она не пропускает нефть и сама затягивает любые мелкие трещины под давлением. В таких пещерах хранятся сотни миллионов баррелей, объем, немыслимый для наземных хранилищ. И это снова тот же самый принцип, что и на обычной заправке, только доведенный до колоссального масштаба. Под землей стабильно, прохладно и безопасно. Есть и простой бытовой довод в пользу такого решения. Земля над резервуарами не пропадает зря. По ней спокойно ездят машины и ходят люди. Заправка занимает минимум места, потому что все главное надежно спрятано у нас под ногами. Вот и подошло к концу наше подземное путешествие. Теперь вы знаете, что обычная заправка — это лишь верхушка айсберга. Под асфальтом скрыто настоящее инженерное сооружение. Двустенные резервуары, десятки датчиков, умные клапаны и целая система защиты. За всем этим стоит простая, но гениальная физика и вековая история проб, ошибок и дорогих уроков. Топливо спрятали под землю не случайно, а потому что там прохладно, стабильно и безопасно. В следующий раз, стоя у колонки, вы посмотрите на нее совсем другими глазами, ведь самое интересное часто скрыто за горизонтом или прямо у нас под ногами. А какой факт из этого ролика удивил вас больше всего? Обязательно напишите в комментариях, мне очень интересно прочитать. Если видео понравилось, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и родными, и, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории о скрытом рядом с нами. До встречи в следующем выпуске.